Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы рассмотрим с вами чрезвычайно важный вопрос о регулировке карбюратора бензопилы. В данном случае рассматривается карбюратор бензопилы с 3 точками регулирования. Таким карбюратором оснащается абсолютное большинство бензопил. Этот вопрос очень важен по той причине, что неправильная работа карбюратора приводит к выходу из строя поршневой группы бензопил. Правильная работа карбюратора обеспечивает ее долговечность и высокую производительность. Для примера я взял китайскую бензопилу, но методика настройки карбюратора абсолютно одинакова для любых других пил. Важно только найти соответствующие винты. Это винт Т, винт Л и винт H. Вопрос о регулировке карбюратора настолько важен, что я приготовил как бы письменный вариант с картинками регулировки трехточечного карбюратора бензопилы. Ссылку даю ниже под видео. Как отрегулировать карбюратор китайской бензопилы? На китайских бензопилах стоят карбюраторы с 3 точками регулирования. Посмотрите, вот верхний винт, это винт Т. Далее левый винт, вот этот вот винт, это винт L, то есть винт регулировки холостого хода и среднего, и винт H, это винт регулировки рабочего хода, то есть работы бензопилы на полных оборотах. Бывают случаи, когда мы просто не знаем, с чего начать. Ну, естественно, что прежде чем регулировать карбюратор, нужно убедиться, что фильтр у нас чистый, не загрязненный, проходимость хорошая через него. Далее, как правило, нужно посмотреть карбюратор, почистить, нет ли там засорений, а потом уже заниматься регулировкой. Иногда мы не знаем, с чего вообще начать. Начинаем с того, что винт Т, посмотрите, у него здесь на конце винта конусная часть. Так вот, мы выставляем положение вот этого рычага на середину конуса. Соответственно, если мы заворачиваем, то у нас заслонка рабочая приоткрывается. И если мы его выкручиваем, то заслонка рабочая, она вот здесь вот находится, вот здесь вот на этом рычаге висит, закрывается. Поэтому для начала мы выставим в середину. Далее. Начальные установки. Винт L закручиваем полностью. А далее откручиваем на 2 оборота. Это получается по половинке. 1, 2, 3, 4. Винт H, то есть винт рабочего хода, также закрутим. Вот здесь он был приоткрыт, по-моему, многовато. Но тем не менее, вот закрутили, но без фанатизма. То есть ни в коем случае не закручиваем с большим усилием. И выкручиваем также на 1,5 оборота. 1, 2, 3. И выкрутили на 1,5 оборота. Все. Теперь пробуем заводить. Заводим стандартно. Здесь у нас праймер. Подкачали. Пила у нас холодная. Теперь до первой вспышки. Все.
Первая вспышка у нас есть. Далее. Вот она у нас была в таком положении. Закрытая заслонка. Теперь мы ее откроем. И пойдем прогреем. Слышали, да? Она у нас глохнет. Хотя, значит, винт Т на середине у нас. То есть это как бы много, должно быть меньше. Поэтому винт L полоборота закрутим. И посмотрим, как она у нас теперь будет работать. Заслоночку. Это мы вот потянули. И теперь обратно приоткроем. То есть у нас получается средние обороты. Это для того, чтобы ее завести. Так, по-прежнему у нас много. Глохнет. Давайте еще полоборота закроем. Каждый раз карбюратор подстраивается под состояние поршневой. Поршневая у нас сейчас здесь стоит новенькая. Еще раз попробуем. Еще прикроем чуть-чуть. Ну, примерно 1/8 оборота. И попробуем завести уже на малых. Все, малые обороты мы выставили, устойчивые обороты. Но если вы обратили внимание, что когда я газую, давайте еще раз, то нам не хватает топлива на больших оборотах. Давайте еще раз. Пила набирает слишком много оборотов. И явно не хватает топлива. Поэтому на полоборота вывинтим винт H. Вот, на полоборота я повернул. И пробуем снова. Еще многовато оборотов. Чуть-чуть еще на четверть оборота. Выкрутим.
И пробуем еще раз. Задымление большое. Ну вот, все, мы добились тех оборотов, которые нужны. То есть выкручивали винтач и добились такого эффекта, что она не набирает слишком высоких оборотов. Этого не должно быть. И теперь у нее хорошая преемистость. Переворачивал я для того, чтобы показать, что карбюратор работает нормально в любом положении. Еще, может быть, придется немного подрегулировать после установки воздушного фильтра, кожуха, шины, цепи. Но это уже чуть-чуть подрегулировать. А в целом мы уже добились нормальной работы бензопилы. Осталось выполнить окончательную регулировку. Последний штрих – проверить в работе. Все. Мы ее отрегулировали. Теперь, как говорится, собрали и поработали какое-то время. Какое-то время поработали. И далее выкручиваем свечу и смотрим на нагар свечи. При правильной регулировке, при работе на свече образуется нагар кирпичного цвета. Если нагар серый, то это значит, что у нас не хватает топлива. То есть бензопила работает на объединенной смеси и требуется подстройка карбюратора. То есть винтач, опять же, нужно еще немного выкрутить. Если у нас нагар черного цвета, то тогда у нас переизбыток топлива. И следует, опять же, подстройка карбюратора. Как правило, это винтач нужно немного закрутить. Для лучшего усвоения материала можно перейти по ссылке под видео. До свидания, до новых встреч, здоровья вам и всего хорошего.